Итак, Илон Маск перестал ставить цель срочно колонизировать Марс. Он, вероятно, прислушался наконец к мнению специалистов, которые пришли к согласию, что все нужно делать постепенно, и первой целью должно стать освоение Луны. Почему, спросите вы? Так вот, давайте-ка обстоятельно в этом разберемся. Сейчас с технологической точки зрения уже нет никаких проблем начать колонизацию Марса. Проблемы есть только финансовые. Это очень дорого и непонятно, как эти вложения окупятся. А так, запускать тяжелые грузы в космос мы уже умеем. Например, Starship разрабатывается именно для таких задач. Роботы с искусственным интеллектом уже появились. Уже скоро появятся цеха, где в темноте роботам ведь не нужно будет ни тепло, ни свет. Будут трудиться тысячи андроидов 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мечта любого начальника или менеджера, правда? А при таком раскладе отправка полностью автоматических большегрузных старшипов, где не нужно будет создавать специальных условий для людей, а просто загрузить все свободное место штабелями андроидов и оборудованием. Так вот, отправка таких кораблей, это же технически возможно просто уже сейчас, сегодня. А стратегия НАСА, кстати говоря, пока только определила лишь несколько базовых решений. Первые экипажи на Марсе будут насчитывать не менее 4 человек, а основным источником энергии станет ядерная установка. Это понятно. При этом пока даже не утверждены технологии посадки и взлета, сколько эти миссии будут длиться и что нужно развернуть на поверхности Марса. Почему? Потому что самой главной-то проблемой является возвращение экипажа с Марса. Ведь человечество еще никогда не запускало аппараты с его поверхности на орбиту. Если с Луны, допустим, мы уже возвращали космические корабли, привозили лунный грунт, то с поверхности Марса еще никогда не взлетал космический корабль. Поэтому для отработки технологий высадки и развертывания базы, геологоразведки прямо сейчас лучше использовать Луну. Потому что она гораздо ближе. До Луны лететь, по-моему, около суток. В космических или 3 суток. И в космических масштабах это просто ничто. И эти атомные реакторы могут работать до 15 лет без дозаправки. Затем на Луне необходимо будет найти естественные подземные укрытия, пещеры, и начинать строить поселки для андроидов и машин. После того, как все технологии будут созданы и затраты снизятся, можно будет уже начинать освоение Марса точно по такому же шаблону. Жить на самой поверхности Марса абсолютно невозможно из-за больших температур и низкого давления, или вернее из-за больших перепадов температур. Да и сама атмосфера состоит в основном из углекислого газа и непригодна для дыхания. Температура на Марсе, даже на экваторе, очень сильно колеблется. От относительно теплых, даже жарких, плюс 20-27 градусов по Цельсию днем, до очень холодных, минус 73 градуса по Цельсию и даже ниже ночью. Кроме того, эта атмосфера почти не задерживает космические лучи и радиацию. Человек может находиться на поверхности Марса только в герметичном скафандре. Но, кстати говоря, если смотреть на развитие человечества и разума в космическом масштабе, то ведь 99,9% и даже больше всех планет в космосе вообще непригодны для жизни под открытым небом, как у нас на Земле. Таких условий нигде нет. Так вот, Земля, благодаря этим тепличным условиям, позволила нам развиться от микроба до разумного существа
у которого уже есть роботы и искусственный интеллект. Это похоже на то, как цыпленок, развившись внутри яйца, наконец сбрасывает скорлупу и выходит во внешний мир. Так вот, пришла пора и человечеству тоже, то есть нам, научиться жить не на поверхности планет, а под поверхностью. И такие технологии уже есть. Так вот, первую полностью роботизированную станцию сейчас, согласно исследованиям, можно развернуть в районе экваториальных пещер Тарсиса. Это такая экваториальная зона с лавовыми трубками. Постоянная температура внутри пещер сейчас от плюс 20 градусов днем и до минус 100 ночью по Цельсию. Конечно, когда лавовая трубка будет запечатана, температуру можно поддерживать постоянно выше нуля. Единственная проблема сейчас – это то, что, согласно исследованиям, в районе экватора нет воды и нет подземного льда. Но для первой автоматической базы это не критично, ведь роботам не нужна вода. Гораздо важнее обеспечить нормальную температуру и защиту от радиации для электроники. Так вот, лед может быть найден позже, где-нибудь в глубокой пещере, на дне каньона. Каньонов там, кстати, превеликое множество. Марсоходы в районе экваториальных пещер Тарсиса никогда еще не были, потому что регион Тарсис – это огромный вулканический подъем. Поверхность вокруг пещер покрыта застывшей лавой, глубокими каньонами, уступами и россыпями острых камней. Для посадки современных марсоходов требуется идеальная плоская площадка радиусом как минимум несколько десятков километров. Иначе спускаемый аппарат просто разобьется или перевернется. Так вот, для исследования экваториальных пещер Тарсиса космические агентства разрабатывают сейчас новые концепции. То есть пытаются сделать летающие дроны наподобие вертолета Ingenuity, который был уже запущен на Марс. Но пытаются сделать их более автономными и способными залетать в подземные полости и сканировать их лидаром. Разрабатываются роботы-скалолазы и спелеологи, многоногие роботы, например, концепты «Лемур» от НАСА, которые способны опускаться по вертикальным каменным стенам на тросах или зацепляться за скалы. Вот только после такой предварительной роботехнической разведки туда смогут отправиться первые человеческие экспедиции. Вообще, марсианская экономика в будущем, чтобы вы знали, может преподнести очень неожиданные сюрпризы. Да. Потому что Марс находится рядом с поясом астероидов, в котором полезные ископаемые, которые на Земле находятся глубоко под землей и практически недоступны, располагаются прямо на поверхности. Например, на сегодня стоимость, мы в каком-то одном из наших видео уже упоминали это. Так вот, стоимость одного только астероида Психея сейчас оценивается в 100 тысяч квадриллионов долларов. Вот только вдумайтесь в эту цифру. Это сотни тысяч раз превышает объем всей мировой экономики Земли. Так вот, эта глыба величиной чуть меньше Англии состоит из железа, никеля, золота, платины и кобальта, и чего там только нет. Так вот, когда межпланетные перевозки значительно удешевятся, а это обязательно произойдет в ближайшем будущем, все к тому идет, Психея может покрыть потребность всего человечества на миллионы лет, и это даже учитывая, что за это время цивилизация наша будет жить не только на Земле, а расселиться по всей Солнечной системе. Но как ни странно, вот на сегодняшний день самым важным ресурсом, добываемым в поясе астероидов,
будет, вероятно, вода. Почему? Потому что из воды можно добывать кислород, необходимый для дыхания, и водород. А водород – это энергия. Это топливо для термоядерных реакций. Так вот, обычные глыбы льда, летящие в космосе, станут ценным ресурсом. Вполне вероятно, что гигантские глыбы льда или металлов будут просто откалывать от крупных астероидов и перевозить с помощью космических буксиров к спутникам Марса, Фобосу или Деймосу. Размер которых, этих спутников, он ведь очень небольшой, всего около 20 километров в диаметре. И это очень удобно, потому что там садиться и взлетать с этих спутников смогут даже очень массивные грузовые космолеты. Просто потому что из-за таких малых размеров сила тяжести там минимальная. И, например, тонна руды будет весить всего полкилограмма. Удобно, правда? А это значит, что обычная современная ракета, даже вот примитивная ракета, которую мы не берем даже старшипы, которая существует сейчас, она легко сможет доставить до 20 тысяч тонн руды на эти спутники и поднять оттуда такое же количество уже переработанных изделий или сырья. Так вот, это примерно такое же количество, как сейчас перевозит один или два гигантских нефтяных танкера. И это только обычная махонькая ракета, как мы уже упомянули. Старшип Илон Маска перевезет в 10 раз больше. Так вот, со спутников Марса упакованная как надо готовая продукция или сырье может отправляться на поверхность Марса или дальше к Земле. Вообще, вы знаете, тема колонизации Солнечной системы становится сейчас очень актуальной, особенно с изобретением искусственного интеллекта и повальной роботизации, которая стремительно развивается на наших глазах. Но об этом в следующем выпуске. Подписывайтесь на наш канал. В конце концов, понимаете, ни в Канаде, ни на Крайнем Севере, в холодных районах Евразии и даже Европы наши предки никогда не жили до тех пор, пока не научились пользоваться огнем и делать одежду из шкур животных. И они тоже на первых порах селились в пещерах, которые служили защитой от холодного климата. Вот скажем, например, в Якутии температура зимой может опуститься ниже 60 градусов по Цельсию. Но чем это не Марс, а? Конечно, жить на планете без атмосферы намного сложнее, я с вами соглашусь. Но ведь и у нас сейчас не только огонь и шлепанцы из шкуры мамонта. Но ведь правда. Мы сейчас находимся в самом начале экспансии человека в космосе. Так вот, Луна – это только тренировка и обкатка технологий. Следующая цель – это же, конечно, только Марс. Но просто потому, что это самая ближайшая, пригодная для освоения планета. Но массовое переселение на Марс станет возможным только после того, как роботы с искусственным интеллектом построят полные герметичные города под поверхностью. Мы имеем в виду массовое переселение нас, людей. Так вот, эти герметичные города под поверхностью, построенные роботами, это должны быть огромные пещеры с искусственным освещением, с жилыми помещениями и с отдельными секциями, где будут располагаться магазины, больницы, банки и рестораны. В целом, каждый отдельный поселок будет выглядеть как гигантский круизный лайнер, но гораздо больше. Так вот, все поселки на Марсе будут соединены между собой линиями метро. На поверхности Марса будут только станции по добыче кислорода из марсианской атмосферы.
какие-то ядерные электростанции, полностью роботизированные заводы и шахты. В чем здесь плюсы? Ну, плюс очень большой, потому что на экологию на поверхности всем будет просто плевать. Это просто нерелевантно в таких условиях. И люди, подобные, например, Грете Тунберг, ну, просто никогда не появятся в марсианских сообществах. 100%. Так же, как и на круизных лайнерах, эти поселки будут оборудованы бассейнами, саунами и всем необходимым. Появятся гигантские подземные ботанические сады, которые будут походить на леса и парки. Появятся сельскохозяйственные зоны, где будут выращивать все необходимое. А мясные продукты почти со 100% вероятностью будут выращивать в лабораториях. Такие технологии уже сейчас существуют. Мясо можно просто вырастить из стволовых клеток в больших колбах. Климат в подземных городах Марса будет самым наилучшим, и погода будет одинаковой каждый день. Вот вы хотели бы жить в таком городе? Наступит время, когда жизнь на поверхности планеты, ну на нашей Земле, все эти дожди, перепады температур, снег, гололед, будут восприниматься просто с недоумением. Людям это просто перестанет нравиться. Подземные города за несколько тысячелетий появятся по всему Марсу. И люди будут эмигрировать с Земли на Марс просто в поисках более комфортной жизни для себя и детей, как сейчас эмигрируют в развитые страны. Сила тяжести на Марсе втрое меньше, чем на Земле, поэтому, вероятно, некоторым людям врачи даже будут прописывать марсианский климат, и те будут переезжать по медицинским показаниям. Это звучит как фантастика, но если вы хорошо вдумаетесь, то поймете, что ничего нереального тут нет. Скажем, через 1000 лет Марс будет таким с вероятностью 100%. Но, возможно, гораздо раньше. А уж то, что первые базы на Марсе появятся еще при нашей жизни, это просто очевидный факт. Можете в этом даже не сомневаться. И сейчас в этом уже, по-моему, никто не сомневается.